Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости из мира шоу-бизнеса и последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Вот уже 2 недели, как известная телеведущая и врач-терапевт Елена Васильевна Малышева и супруга пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Татьяна Навка находятся в женском следственном изоляторе города Москвы по приказу антикоррупционного комитета во главе с Никитой Михалковым. Однако вчерашний вечер пребывания в следственном изоляторе закончился для Елены Малышевой и Татьяны Навки самыми трагическими событиями. Для Елены Васильевны это уже второй арест за текущий год. Как сообщили сотрудники центральных телеканалов, все программы с участием Елены Малышевой на данный момент идут в записи. Если полгода назад Елена Малышева провела в следственном изоляторе только 1 месяц, то на этот раз дело гораздо серьезнее, ведь Елена Васильевна обвиняется сразу по нескольким статьям, и известный телеведущий грозит солидный уголовный срок. В частности, Елена Малышева обвиняется по следующим направлениям. Непрофессиональная медицинская помощь со стороны Елены Малышевой, которая привела к трагическим последствиям, нанесение тяжкого вреда здоровью и летальному исходу. В частности, за последнее время медицинская клиника Елены Малышевой оказывала медицинскую помощь известным советским и российским артистам Сергею Маковецкому, Олегу Басилашвили и Александру Ширвинту. После лечения в клинике Елены Малышевой у Сергея Маковецкого и Олега Басилашвили начались серьезные проблемы со здоровьем, и они стали чувствовать себя гораздо хуже. У Сергея Маковецкого появились проблемы с сердцем, а у Олега Басилашвили стала развиваться гипертоническая болезнь. Ну а случай с известным артистом и членом антикоррупционного комитета Александром Ширвиндом стал и вовсе криминальным скандалом. Ведь в результате негативного лечения Александра Ширвинда у Елены Малышевой у известного артиста серьезно нарушилось здоровье, что привело к летальному исходу. По причине этого Елена Васильевна Малышева до сих пор является косвенной причиной смерти Александра Ширвинда, по причине чего и находится в следственном изоляторе. Однако это далеко не все обвинения, которые предъявили Елене Малышевой. Помимо этого, Елена Васильевна обвиняется по следующим направлениям: использование медицинских препаратов без соответствующих сертификатов и прохождение контроля качества, что часто приводило к летальному исходу, финансовое мошенничество в особо крупном размере, связанное с недвижимостью на территории России, ближнего и дальнего зарубежья, длительная неуплата налогов и незаконная коммерческая деятельность на территории Российской Федерации. Более того, в криминальном скандале на данный момент замешана не только сама Елена Малышева, но и вся ее семья, включая супруга. Ну а супруга пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Татьяна Навка оказалась в следственном изоляторе по причине получения крупных денежных взяток, ведения незаконного коммерческого бизнеса и попытки подкупить судебный процесс во Франции. Ведь дочь пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Елизавета Пескова на данный момент находится во Франции, в Париже, в местах лишения свободы. Ее осудили вместе с супругом на 12 лет. Первоначально в одной камере женского следственного изолятора находились 5 публичных личностей: мама Натальи Королевой Людмила Порывай, мама Ксении Собчак Людмила Нарусова, певица Маша Распутина, телеведущая Елена Малышева и Татьяна Навка. Однако позже администрация следственного изолятора решила не делать поблажки известным личностям и перевела вновь их в общие камеры. Теперь данные публичные личности наравне с другими ходили на исправительные работы и исполняли другие обязательные требования. Однако супруга пресс-секретаря Татьяна Навка и телеведущая Елена Малышева оказались в одной камере, что в итоге и привело к трагическим последствиям.
Сначала все складывалось относительно спокойно, однако вчера вечером все кардинально изменилось. В следственном изоляторе появилась известная певица Любовь Успенская, которая попала в данное заведение за нападение на члена антикоррупционного комитета и известного артиста Никиту Малинина. Любовь Успенская, как и Людмила Порывай, женщина с богатым криминальным прошлым. Еще 1,5 года назад она оказывалась в местах лишения свободы в Америке в городе Майами за финансовое мошенничество и провела в одной камере с Людмилой Порывай почти полгода. Зрители с большим стажем могут помнить, что еще 2 года назад Людмила Порывай, находясь в Соединенных Штатах Америки, попала в места лишения свободы за финансовое мошенничество, связанное с недвижимостью, и позже к ней присоединилась Любовь Успенская. Однако позже, в связи с состоянием здоровья, данные певицы раньше срока были выпущены на свободу. Стало известно, что, появившись в камере, Любовь Успенская крайне негативно отнеслась к Елене Малышевой и Татьяне Навке. Ведь Елена Васильевна Малышева еще несколько месяцев назад оказывала медицинскую помощь Любови Успенской. Она не смогла помочь известной певице, а наоборот нанесла вред ее здоровью. Отношения публичных людей в камере переросли в серьезный конфликт, в результате чего более решительная 70-летняя Любовь Залмановна Успенская в буквальном смысле загнала под нары Татьяну Навку и Елену Малышеву. Этим дело не закончилось, и Любовь Залмановна нанесла данным личностям серьезные травмы и повреждения. В частности, у известной телеведущей Елены Васильевны Малышевой был сломан нос, а Татьяна Навка получила черепно-мозговую травму. Стало известно, что, узнав об этом, пресс-секретарь Верховного Главнокомандующего делает все возможное, чтобы спасти свою супругу и вытащить ее из следственного изолятора. Однако антикоррупционный комитет и его руководство Никита Михалков и министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов считают, что все преступники должны получить по заслугам, несмотря на их полномочия и связи в вышестоящих эшелонах власти. Поэтому Елена Малышева и Татьяна Навка также останутся в следственном изоляторе. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. За последнюю неделю было открыто 4 филиала антикоррупционного комитета в городах Новокузнецке, Балашихе, Рязани и Чебоксарах. На данный момент на территории Российской Федерации работает 78 филиалов антикоррупционного комитета. Члены антикоррупционного комитета, известные артисты, певица Ирина Аллегрова, актер Юрий Назаров и актриса Ирина Муравьева направляются в город Оренбург для проведения антикоррупционной проверки. Данное мероприятие пройдет целую неделю. Сегодня утром в городах Саратове и Перми открылись первые бесплатные детские музыкальные школы, руководителем и организатором которых будет известный композитор и член антикоррупционного комитета Раймонд Паулс. Всего по планам антикоррупционного комитета и лично Раймонда Паулса на всей территории Российской Федерации в течение года будет открыто более 100 подобных заведений. По данным недавнего социологического опроса, 91% жителей Российской Федерации положительно и крайне положительно оценивают работу антикоррупционного комитета во главе с Никитой Михалковым. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.